Туман над водой еще не поднялся. Берег озера, раннее утро, начало лета. 125 тысяч лет назад. Ты видишь руки, широкие ладони, короткие сильные пальцы под ногтями сажа. Руки держат камень и бьют им по кости. Кость уже расколота вдоль, костный мозг из нее вынут, но работа на этом не заканчивается. Обломок ложится на плоский валун, и удар превращает его в крошку. Рядом лежат сотни таких обломков, тысячи, десятки тысяч. В неглубокой яме, выложенной шкурой, стоит вода. В воду сыпают костную крошку. Под яму на раскаленные камни подкладывают дрова, и вода начинает подрагивать. Работа долгая, часы, иногда полдня. А потом на поверхности выступает то, ради чего все это затевалось. Тонкая желтая пленка, жир. Его снимают краем раковины и складывают отдельно, как складывают самое ценное. Подними глаза от рук, оглядись. Это не одинокая семья, случайно забредшая к воде. Это площадка. Место, отведенное под одну единственную работу. Туши сюда принесли издалека, специально. Здесь их разбирают и дробят. 172 крупных зверя, лошади, туры, олени. Здесь работает производство. Оно спланировано, оно повторяется. У него есть свое место на берегу. Теперь посмотри на того, чьи это руки. Низкий покатый лоб, мощный костяной валик над глазами, широкая грудь, короткие голени, тяжелые кости. Он ниже тебя ростом, но сложен так, что его кости выдерживали нагрузки, каких твои не знали никогда. Этот человек не твой предок. Он твой родственник, двоюродный. И через 85 тысяч лет после этого утра его вид исчезнет с планеты полностью. А часть его останется. Прямо сейчас, внутри тебя. Их назвали неандертальцами по имени долины, где нашли первые кости, и почти сразу назначили дикарями. Сгорбленный, тупой, волосатый, тот, кто не смог. Ошибка эволюции, эволюционный тупик, черновик перед чистовиком. Этот образ живет в языке до сих пор. Назови человека неандертальцем, и всем понятно, что ты имел в виду. Так вот, это неправда, и что самое неприятное, это наша выдумка. Первый скелет, который наука разобрала подробно, принадлежал старику с тяжелым артритом. Он был скрючен болезнью, с него и срисовали портрет целого вида. Сгорбленная поза, шаркающая походка, тупой взгляд. Мы посмотрели на больного старика и решили, что видим норму. Настоящий неандерталец ходил прямо. Его мозг был больше нашего. Он делал клей, лечил раненых, украшал себя и хоронил своих мертвых. Он жил в Европе больше 300 тысяч лет и пережил не одно оледенение. А мы, сапиенсы, пришли на его землю не раньше, чем 45 тысяч лет назад. Пришли из Африки. Слабее его, легче, хуже приспособленные к холоду. И вот вопрос, ради которого снят этот фильм. Почему исчезли они, а не мы? В прошлый раз мы оставили Антарктиду подо льдом и выяснили, что материк заморозило не место, а воздух над ним. Запомни это ощущение. Сегодня лед вернется в нашу историю и снова окажется не тем, кем его считали. Если тебе интересно, как Земля собирала человека по частям, подпишись. Мы разбираем эту историю по одному фильму за раз, и следующий будет как раз про лед. Чтобы понять, что случилось с неандертальцами, надо сначала понять, где они жили. Забудь картинку вечной белой пустыни. Ледниковая Европа не была ровной зимой длиной в 100 тысяч лет. Она была качелями. 1000 лет подряд климат мягкий. Леса подходят к самому северу. Реки полны рыбы, зимы терпимые. Потом за несколько поколений все сдвигается. Лес отступает, приходит холодная сухая степь, ветер несет пыль. Проходит еще несколько тысяч лет, и качели идут обратно. Земля не убивала неандертальцев холодом, земля их трясла. В самые холодные тысячелетия Европа выглядела так. Огромная открытая равнина от Атлантики до Урала. Трава, полынь, редкие карликовые ивы по руслам рек. Летом пыльно и жарко, зимой ветер, от которого негде укрыться. И на этой равнине пасутся стада, которых больше нет нигде. Мамонты, шерстистые носороги, дикие лошади, бизоны, огромные олени с рогами шире, чем размах твоих рук. За ними ходят пещерные львы, крупнее нынешних африканских, и пещерные медведи ростом с автомобиль, если поставить их на задние лапы. Здесь много мяса, здесь очень много мяса.
И вот тут прячется ловушка, о которой не догадываешься, пока не попробуешь в ней жить. Одним мясом сыт не будешь, в буквальном смысле. Если человек ест только постное мясо и ничего больше, через несколько недель он начинает слабеть, а потом умирать. Печень не справляется с белком, если рядом нет жира или углеводов. Охотники севера знают это до сих пор и называют это заячьим голодом. Заяц слишком постный, чтобы им прокормиться. А зимой в ледниковой степи вся добыча постная. Звери сжигают свой жир, чтобы пережить холод, и к весне на костях остается почти чистый белок. Значит, жир становится не приправой, а условием жизни. Жир – это валюта. И теперь вернись к тому берегу, к костной крошке, к воде, которая часами дрожит на горячих камнях. Это не причуда. Это единственный способ достать жир оттуда, где он еще остался. Из костей. Люди, которых назвали дикарями, построили производство, потому что иначе им было не пережить зиму. И построили его 125 тысяч лет назад. За 80 тысяч лет до того, как сапиенс вообще появился в Европе. Теперь посмотрим на него внимательно. Не на карикатуру, а на него. Он невысокий. Мужчина ростом около 165 сантиметров. Но плечи у него шире твоих, грудная клетка бочкой, а кости рук и ног толще и тяжелее, чем у любого нынешнего спортсмена. Голени короткие, предплечья короткие. Тело собрано так, чтобы терять как можно меньше тепла. Он сконструирован под холод. Его сила не спортивная, а рабочая, и она односторонняя. Правая рука нагружена сильнее левой на десятки процентов. Такую разницу сегодня дают только теннисисты и игроки в крикет, у которых одна рука работает всю жизнь. А у него так работала не рука с ракеткой. Так работала рука, которая скоблила шкуры. Теперь про голову. И вот здесь надо быть очень аккуратными, потому что тут любят врать в обе стороны. Мозг неандертальца был не меньше нашего, а по ряду выборок и больше. Около 1410 кубических сантиметров против примерно 1350 у современного человека. У крупных мужчин еще больше. Но вот честная поправка, без которой это число превращается в фокус. Неандерталец был тяжелее нас, а телу нужен мозг, чтобы им управлять. И еще у него были очень крупные глаза и большая зрительная часть мозга, потому что север темный и видеть надо в сумерках. Если вычесть и то, и другое, оставшегося мозга у него окажется даже чуть меньше, чем у нас. То есть спор о кубических сантиметрах не выигрывает никто. И это, если вдуматься, самое интересное, потому что вопрос от этого не исчезает, он становится острее. Смотри, что он умел. Он делал клей. Брал бересту, клал ее в яму, засыпал землей и нагревал без доступа воздуха. Береста выделяет смолу только в очень узком окне температур. Слишком холодно – ничего не будет. Слишком горячо – смола сгорит. Он держал это окно, без термометра. Значит, он умел передавать точные знания от человека к человеку из поколения в поколение. Запомни это. Не изобрести, а передать. Мы к этому вернемся. Он ухаживал за своими. В иракской пещере нашли мужчину, который потерял правое предплечье и кисть, почти оглох и почти ослеп на левый глаз. Он дожил до 40 с лишним лет, а для неандертальца это старость. Все его раны успели зажить, один такой человек не выживет ни дня. Значит, его кормили. Годами. Он лечился, и это, пожалуй, самое неожиданное. У человека на зубах со временем нарастает камень, твердый налет, который запечатывает внутри себя все, что попадало в рот. Через 40 тысяч лет его можно вскрыть и прочитать. У одного неандертальца из испанской пещеры прочитали. У него был абсцесс зуба, то есть постоянная тяжелая боль, и кишечный паразит, то есть постоянно больной живот. А в зубном камне у него нашли две вещи. Тополь, кора которого содержит то же самое вещество, что лежит в основе аспирина, и плесень того рода, из которого люди через 40 тысяч лет получат пенициллин. Обезболивающее и антибиотик. У того, у кого болел зуб и болел живот. Мы не можем залезть ему в голову и спросить, понимал ли он, что делает. Но он жевал именно эту кору и именно эту плесень, и он был именно тем, кому они были нужны. Кстати, о еде. В соседней Бельгии другой неандерталец в это же время ел носорога и дикого барана. А этот, испанский, не ел мясо почти совсем. Кедровые орехи, мох, грибы. То есть никакого единого дикаря с дубиной не существует. Есть люди, которые жили по-разному в разных краях, ели разное и лечились от своего.
И, скорее всего, они говорили. В пещере на Ближнем Востоке нашли подъязычную кость неандертальца. Это маленькая косточка в горле, к которой крепятся мышцы языка и гортани. У животных она устроена иначе. У этого человека она оказалась практически такой же, как у тебя, и, что важнее, следы нагрузки на ней такие же, значит, работала она так же. Честно скажем сразу, одна косточка не доказывает речь. Она означает только, что физически говорить он мог, и что горло его работало так же, как твое. Но вспомни бересту и клей. Ты не передашь без слов то, чего нельзя показать. А температуру, при которой смола пойдет, а не сгорит, показать нельзя. Он хоронил своих мертвых, клал тело в углубление в полу пещеры и оставлял рядом камень, положенный туда намеренно. И делал это не один раз. Он собирал орлиные когти и делал из них подвески. Он рисовал охрой. В испанских пещерах есть отпечатки ладоней и красные линии, которые старше прихода сапиенса на десятки тысяч лет. Их не мог оставить никто, кроме него. А теперь познакомься с одним из них лично. Его звали не так, но ученые дали ему имя Торин. Его кости нашли в гроте на юге Франции. Он жил в последние тысячелетия существования вида, и он будет важен для нас в кульминации. Пока просто запомни это имя. И последнее. Примерно 45 тысяч лет назад в этот мир входит новый персонаж. Мы. Сапиенс. Выше, легче, тоньше в кости. Хуже приспособленный к холоду, хуже видящий в темноте, физически заметно слабее. По всем очевидным меркам мы должны были проиграть. Стоп, здесь честный вопрос. Откуда мы вообще знаем, что было в голове у существа, которое умерло 40 тысяч лет назад? Как мы смеем говорить, что он передавал знания, лечил раненых и жил замкнуто? Есть два ключа, и оба появились недавно. Первый ключ – это древняя ДНК. Из зуба или из плотной кости за ухом высверливают немного порошка. Внутри почти нет целых цепочек, только обрывки, разбитые временем на кусочки по несколько десятков букв. Миллионы обрывков. Их читают все подряд, а потом компьютер складывает из них текст, как складывают страницу, разорванную на конфетти. Главный враг здесь не время, а мы сами. Наша собственная ДНК повсюду. На перчатке, в воздухе лаборатории, на инструменте. Поэтому работают в чистых комнатах, в скафандрах и отдельно вычисляют, какая часть прочитанного вообще принадлежит древнему человеку, а какая случайно упала с руки лаборанта. Когда это научились делать надежно, оказалось, что по обрывкам видно все. Сколько людей было в группе, насколько близкими родственниками они были. Кто с кем смешивался, а кто нет. Второй ключ – это площадка. Тот берег озера, с которого начался фильм, называется Ноймарк-Норд. Там посчитали все. 172 крупных зверя, 118 тысяч костей, раздробленных не случайно, а до нужного размера, следы огня. И площадка 15 метров на 5, где нет ничего, кроме этой работы. И вот здесь надо быть честными. Котла никто не находил, никто не видел, как они варят. Прямых следов кипячения нет, и ученые это прямо оговаривают. Есть раздробленные кости, есть огонь, есть нагретые камни. Вытопку жира из этого вывели. Это не съемка события, это чтение следов. Но и следов достаточно. Одна разбитая кость – это ужин. 118 тысяч разбитых костей на выделенной площадке – это план, запас, разделение труда и передача навыка. Наука научилась читать не только тело вымершего человека, она научилась читать его общество. И вот это умение и подводит нас к разгадке. Итак, у нас есть вид, который был сильнее нас, чей мозг был не меньше нашего, который добывал жир, лечил коллег, хранил мертвых и прожил в Европе в 7 раз дольше, чем мы там живем сейчас. И его не стало. Давай разберем подозреваемых по очереди. Их трое, и все трое рассыпаются. Подозреваемый первый. Холод. Красиво и просто. Пришел ледник, и они не выдержали. Только вот они уже переживали оледенение, не одно. Их тело было создано для холода лучше нашего. Когда становилось совсем плохо, они отходили на юг, а потом возвращались. Оговорка тут важна, и мы ее проговорим честно. Климат в их последние тысячелетия действительно вел себя скверно, и главное было даже не то, что стало холоднее, а то, что стало непредсказуемее. Качели раскачались. Это било по всем.
Но само по себе в одиночку это их не объясняет. Они видели такое раньше и оставались. Холод – соучастник, холод не убийца. Подозреваемый второй – гены. Долгая любимая версия. Их было мало, они женились на своих, накопили поломки, выродились. Взяли 27 геномов последних неандертальцев Европы, тех, кто жил у самого конца. Посмотрели, растет ли у них груз вредных мутаций, падает ли разнообразие. Не растет, не падает. Никакого вырождения, их гены к финалу были в порядке. Подозреваемый третий – мы. Самая популярная версия и самая лестная для нас. Пришли, вытеснили, перебили. Только следов этой войны нет. Есть другое. Они делили континент несколько тысяч лет. Не встретились и разошлись, а жили рядом тысячелетиями. В пещере на Ближнем Востоке нашли стоянку, где неандертальцы и сапиенсы жили бок о бок. Они обменивались приемами обработки камня. Они хоронили своих мертвых одинаково, по одному обряду. Они делали одно и то же рядом поколениями. А еще они смешивались, прямо физически. Иначе не было бы того, о чем мы скажем в финале. Это не история про истребление, это история про соседство. 3 подозреваемых и ни одного убийцы. Тогда вернемся к Торину. Его кости прочитали до последней буквы, и получилось странное. Его род отделился от остальных неандертальцев примерно 100 тысяч лет назад. И с тех пор не смешивался ни с кем. Больше 50 тысяч лет, до самого конца вида. При этом другие неандертальцы жили от него не за океаном. Они жили в соседних краях. Как сказал сам исследователь, который его прочитал, в 2 неделях пешего пути. 2 недели, меньше, чем отпуск. Теперь остановись и представь, что это значит на самом деле. Не как строчку в научной статье, а как жизнь. Представь его утро. Он выходит из грота. Внизу река, за рекой холмы, за холмами земли, где живут такие же, как он. Он знает, что там кто-то есть, не может не знать. Дым виден далеко. Он там никогда не был. Его отец не был, его дед не был, его прапрапрадед, которого он не мог даже вообразить, тоже не был. Все, кого он видел за свою жизнь, поместились бы в один автобус. Он знает каждое лицо своего мира наизусть. Он знает, кто как кашляет, кто как ходит, кто что скажет раньше, чем тот откроет рот. Никто новый не придет, никогда, ниоткуда. Если в его долине кончится добыча, ему некуда послать сына. Если случится плохой год, к нему никто не постучится, и он никуда не постучится сам. Если он придумает что-то новое, это новое умрет вместе с его внуками. Он не был изгнанником, его не выгоняли, он был дома. Просто его дом был островом, и весь его вид жил на таких островах. За всю его жизнь ни одна чужая кровь не вошла в его род, и за всю жизнь его отца, и деда, и прадеда. Вот теперь можно ответить. Ученые взяли инструмент, которым обычно считают, где может выжить животный вид, куда он дотянется, где ему хватит еды, где он не выживет, и применили его к 2 видам людей сразу, к неандертальцам и к нам, на одной и той же карте ледниковой Европы. Пригодной для жизни Земли хватало обоим, ее было достаточно и у нас, и у них. Разная была не площадь, разная была связность. Наши земли были связаны между собой. Из одной можно дойти до другой, из другой до третьей. Получалась паутина, сеть. Их земли были островами, хорошие места, богатые, но разделенные. Особенно в центре и на востоке Европы. И вот что такое сеть, если ты живешь охотой. Это новости. Где прошло стадо, где встал лед, где в этом году не будет орехов. Это невесты и женихи из другой группы, а значит свежая кровь и новые руки. Это союзники, которым можно уйти, когда твоя долина умирает. Это чужое знание, которое приходит к тебе само, без того, чтобы ты его изобретал. Сеть – это страховка. Пока у тебя есть сеть, плохой год – это плохой год. Без сети плохой год – это конец. А теперь вспомни качели. Климат раскачивается все сильнее, все непредсказуемее. Хорошие места перестают быть хорошими без предупреждения. Наши группы, когда их долина отказывала, уходили по нитям сети к соседям. Их группы, когда отказывала долина, оставались 1 на 1 с ней. Каждый остров держался сам, каждый остров и погас сам. Не по очереди в бою.
Просто по одному. Мы победили не умом, наш мозг был меньше. Мы победили не силой, они были сильнее. Не оружием, оно было одинаковым. И не от того, что мы их перебили. Мы с ними жили рядом и рожали общих детей. Мы победили тем, что были друг с другом связаны. А они, каждый в своей прекрасной, богатой, теплой долине, были одни. Последний из них умер примерно 40 тысяч лет назад, где-то на юге Европы. Мы не знаем где и никогда не узнаем. Он не знал, что он последний. Никто никогда этого не знает. Он не проиграл сражение, не было никакого сражения. Его вид не был хуже. Просто в мире, который начал трястись все сильнее, выигрывал тот, кто мог позвать на помощь. А позвать было некого. Земля устроила экзамен, которого никто не ожидал. Ни на силу, ни на объем мозга, ни на остроту зрения в темноте. На связность. Но вот чего этот старик точно не знал. Он не исчез. Возьми свою руку, посмотри на нее. Если твои предки хоть когда-то жили за пределами Африки, то примерно 1%, а у некоторых и 2% твоей ДНК достались тебе от него, от его двоюродных братьев и сестер, от тех самых людей у озера, которые часами вываривали кости. Его гены работают в тебе прямо сейчас, они настраивают твой иммунитет, они влияют на то, как ты спишь и как ты чувствуешь боль. Кусочек человека, который никогда не видел чужого лица, живет в человеке, который сегодня разговаривает с половиной планеты. Неандертальцы не вымерли до конца, их просто стало некому продолжать, кроме нас. Скажи в комментариях, что тебя удивило больше всего. Первое, что они добывали жир на настоящем производстве 125 тысяч лет назад. Второе, что их мозг был больше нашего. Третье, что человек мог прожить всю жизнь и ни разу не увидеть чужого лица. Напиши цифру, мне правда интересно. А в следующем фильме мы вернемся к тому льду, который стоял у них за спиной всю их историю, потому что он приходил и уходил не один раз. Он делал это десятки раз. Планета включает и выключает ледники, как будто у нее есть выключатель, и мы наконец знаем, где он находится. Уже на этой неделе. Это были «Забытые эпохи». Подпишись, чтобы не потерять нить. Мы идем по истории Земли шаг за шагом, и следующий шаг совсем скоро.